Добрый день. Сегодня мы поговорим о памяти, но не с привычной стороны. Память – это фундамент игрового опыта. Без нее невозможно обучение, невозможен прогресс, невозможна эмоциональная привязанность к персонажам и мирам. При этом память – один из наименее понятных механизмов в геймдизайне. Большинство дизайнеров понимают, что нужно создавать запоминающиеся моменты. Но что именно делает момент запоминающимся? Почему одни игры вызывают ностальгию через 20 лет, а другие забываются через неделю? В этой лекции мы соединим когнитивную психологию, традиции театра и кино и практику геймдизайна. Режиссеры, сценаристы и актеры работают с памятью зрителя веками, и их опыт бесценен для нас. В 1885 году немецкий психолог Герман Эббингаус опубликовал книгу о памяти, первый строго научный эксперимент по изучению человеческой памяти. Эббингаус запоминал бессмысленные слоги и измерял скорость забывания. Результат – знаменитая кривая забывания. В первый час после обучения мы теряем до 50% информации, через сутки – около 70%. К концу недели остается в лучшем случае 25%. Но главное открытие было другим – забывание можно замедлить. Повторение в правильные интервалы радикально меняет форму кривой. Это принцип интервального повторения – spaced repetition, основа всех современных систем обучения. И это же открытие веками интуитивно использовали театральные режиссеры задолго до Эббингауза. Память – это не одна система, а несколько принципиально разных. В 1972 году канадский психолог Эндел Тулвинг предложил различать эпизодическую и семантическую память. За эти исследования он получил множество наград, а его книга «Elements of Episodic Memory» цитируется более 9000 раз. Эпизодическая память – память о событиях, пережитых лично. Вы помните свой первый босс-килл в Dark Souls, где были, что чувствовали, сколько попыток потратили. Это автобиографическое воспоминание с конкретным временем и местом. Семантическая память – память о фактах и концепциях. Вы знаете, что в Dark Souls нужно избегать атак и наносить удары в окна уязвимости. Когда именно вы это узнали, вы не помните. Для геймдизайна различие критично. Туториал создает семантическую память, а эмоциональная привязанность строится на эпизодической. Третий тип – процедурная память, память о том, как делать что-то. Она хранится в других структурах мозга, базальных ганглиях и мозжечке. Когда вы учитесь выполнять комбо в файтинге, вы формируете процедурную память. Ее характерная черта – она не поддается словесному описанию. Попробуйте объяснить словами, как держите баланс на велосипеде или как выполняете идеальное парирование в секиро. Процедурная память формируется медленнее, требуется много повторений, но она почти не забывается. Вы можете не садиться на велосипед 20 лет и все равно сесть и поехать. Для геймдизайна базовые механики управления должны переходить в процедурную память. Игрок не должен думать, как прыгать, это должно стать автоматическим, освобождая ресурсы для тактических решений. Еще одно различие, которое часто упускают – имплицитная и эксплицитная память. Эксплицитная память – то, что мы можем сознательно вспомнить и описать словами. Эпизодическая и семантическая память эксплицитная. Имплицитная память – то, что влияет на поведение без осознания. Процедурная память имплицитная. Но есть и другие формы. Прайминг – классическое обусловливание. Прайминг – когда предшествующий опыт влияет на восприятие последующего. Если игрок видел много красных врагов, красный НПЦ автоматически вызовет настороженность, даже если игрок не осознает почему. Знаменитый пациент НМ, у которого удалили гиппокамп для лечения эпилепсии, потерял способность формировать новые эксплицитные воспоминания, но сохранил имплицитную память. Он мог научиться новым моторным навыкам, не помня, что учился. Память – это не мгновенная запись, это процесс, который занимает время. Этот процесс называется консолидация. Когда вы что-то переживаете, формируется лобильный след в гиппокампе, временное хранилище. Затем
В течение часов и дней информация постепенно переносится в кору, долговременное хранилище. Этот процесс требует синтеза белков в нейронах. Критически важно, консолидация происходит преимущественно во сне. Исследования Роберта Стикголда из Гарварда показали, что сон после обучения улучшает запоминание на 20-30%. Лишение сна в первую ночь после обучения может полностью заблокировать консолидацию. Для игр. Если вы хотите, чтобы игрок что-то запомнил надолго, не перегружайте его информацией перед выходом из игры. Дайте время на обработку. И помните, то, что игрок выучил поздно ночью, может не закрепиться, если он не выспится. Долгое время считалось, память записалась и хранится неизменной. Исследования последних 20 лет показали, что это не так. В 2000 году Карим Надер и Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета показали, когда мы вспоминаем что-то, память становится снова лабильной и должна реконсолидироваться. В этот момент ее можно изменить. Это называется реконсолидация. Каждый раз, вспоминая событие, мы слегка его переписываем. Память не видео, запись, а живая конструкция, которая меняется при каждом воспроизведении. Для геймдизайна это имеет глубокие последствия. Если игрок вспоминает игровой момент в позитивном контексте, воспоминания улучшаются. Если в негативном – ухудшаются. Постигровые экраны, обсуждения в сообществе, даже реклама сиквела – все это влияет на то, как игроки помнят оригинал. В настольных РПГ рекап в начале сессии – это не просто напоминание. Это момент реконсолидации, когда вы можете усилить или переоформить воспоминания игроков. Элизабет Лофтус посвятила карьеру изучению ложных воспоминаний. Ее эксперименты показали, людям можно внушить воспоминания о событиях, которые никогда не происходили. В знаменитом эксперименте «Lost in the Mall» участникам рассказывали о 4 событиях из их детства, 3 реальных и 1 вымышленном, что они потерялись в торговом центре. Около 25% участников вспомнили вымышленное событие с яркими деталями. Это не дефект памяти, это ее особенность. Память конструктивна, она заполняет пробелы, достраивает логику, добавляет детали из других источников. Для игр. Игроки будут помнить вашу игру не совсем такой, какой она была. Они добавят детали, которых не было, забудут те, что были, и это нормально. Ваша задача – дать им достаточно ярких якорей, чтобы конструкция строилась в правильном направлении. Театр работает с памятью веками. Актеры решают задачу, которую мы считаем сложной – запомнить огромные объемы текста и воспроизвести с эмоциональной точностью. Константин Станиславский разработал систему, в основе которой работа с памятью. Ключевое понятие – аффективная память. Термин ввел французский психолог Теодюль Рибо в конце XIX века. Станиславский адаптировал его для театра, позже называя эмоциональной памятью. Суть – актер вспоминает реальные эмоциональные переживания из своей жизни и использует их для создания эмоций персонажа. Но вспоминает не само событие, а сенсорные детали. Что видел, слушал, чувствовал кожей, какие запахи были вокруг. Станиславский писал о фильтре времени. Прошедшее время трансформирует первичное переживание в поэтическое отражение. Эмоция на сцене – это повторенное переживание, не первичное. Важный нюанс. Станиславский сам отказался от техники аффективной памяти примерно в 1930-х годах. Он счел ее непоследовательной, утомительной и потенциально опасной для психики актера. Он перешел к магическому «если» и методу физических действий. Вместо того, чтобы вызывать реальные эмоции из прошлого, актер спрашивает, что бы я делал, если бы оказался в этой ситуации. Но Ли Страсберг Vector Studio с 1949 года построил всю систему Method Acting именно на аффективной памяти, технике, от которой сам Станиславский отказался. Страсберг рекомендовал использовать воспоминания старше 7 лет для безопасности. Это создало путаницу. Американский метод часто путают с системой Станиславского, хотя это разные подходы. Для нас важно, что обе техники работают с памятью, но по-разному понимают ее роль.
Исследования Хельги и Тони Нойс показали, профессиональные актеры не используют механическое заучивание. Они используют elaborative rehearsal, глубокую проработку. Актеры изучают сценарий, пытаясь понять персонажа. Почему он это говорит? Что чувствует? Чего хочет добиться? Они задают целенаправленные вопросы – goal-directed questions. Майкл Кейн в книге «Acting in Film» описал это так: вы должны уметь стоять там, не думая о следующей реплике. Вы берете ее с лица партнера, иначе вы не слушаете и не можете реагировать естественно. Это параллель к тому, как работает глубокая обработка в когнитивной психологии. Информация, обработанная на уровне смысла, запоминается лучше, чем обработанная поверхностно. Актеры это знали задолго до экспериментов Крейга и Локхарта 1972 года об уровнях обработки. Техника Сэнфорда Мейснера добавляет важный элемент. Актеров учат запоминать текст механически, без эмоций, rote learning. Кажется противоречием. Зачем механически, если elaborative лучше? Цель другая – освободить сознание. Когда текст заучен до автоматизма, актер может полностью сосредоточиться на партнере, на моменте. Он не тратит ресурсы на вспоминание слов. Текст уже находится в процедурной памяти. Мейстер говорил, слушание и реагирование – это основа актерской игры. Если актер в голове беспокоится о репликах, невозможно работать спонтанно и переживать подлинно. Это точно то, что нужно в играх. Базовое управление в процедурную память через повторение. Тактика и стратегия через понимание и смысл. Эмоциональные моменты через личный опыт и вовлечение. В 2006 году психологи Генри Рёдигер и Джеффри Карпике из Вашингтонского университета в Сент-Луисе опубликовали исследование, изменившее понимание обучения. Они обнаружили тестинг-эффект. Попытки вспомнить информацию укрепляют память лучше, чем повторное изучение той же информации. Эксперимент был простым. Студенты читали текст, одна группа перечитывала его несколько раз, другая пыталась вспомнить содержание без подглядывания. Через 5 минут группа перечитывания показывала лучшие результаты. Но через неделю ситуация разворачивалась. Группа тестирования помнила значительно больше. Более того, группа перечитывания была более уверена в своих знаниях и показывала худшие результаты. Они думали, что знают, потому что материал казался знакомым при перечитывании, но узнавание не то же самое, что вспоминание. Что это значит для геймдизайна? Пассивное потребление информации, чтение подсказок, просмотр катсцен, слушание диалогов создает иллюзию обучения. Игрок чувствует, что знает, но информация не закрепилась. Активное применение, попытка использовать знания укрепляет память радикально сильнее. Именно поэтому игры учат лучше книг и лекций. Они заставляют действовать, извлекать информацию из памяти и применять. Лучшие туториалы работают по принципу «показать», «дать попробовать», «убрать подсказку», «заставить вспомнить самому». Если вы просто показываете «нажми X, чтобы прыгнуть» и идете дальше, закрепление слабое. Если создаете ситуацию, где игрок должен сам вспомнить, что нужно прыгнуть, сильное. Dungeon World использует этот принцип. Игрок получает опыт за неудачи, за ситуации, когда попробовал и не вышло. Это заставляет анализировать, активно вспоминать. Тестинг-эффект в чистом виде. Сценаристы работают с памятью зрителя как с инструментом. Ключевой принцип – setup и payoff, подготовка и расплата. Антон Чехов сформулировал это так: если в первом акте на стене висит ружье, во втором или третьем акте оно должно выстрелить, иначе не вешайте его. Чеховское ружье – фундаментальный принцип драматургии. Setup – закладка информации в память зрителя. Payoff – момент, когда эта информация становится значимой. Между ними может пройти час экранного времени. Зритель должен запомнить сетап достаточно хорошо, чтобы payoff сработал. Сценаристы веками оттачивали техники обеспечения этого запоминания. Повторение с вариацией, эмоциональная зарядка, визуальная отличительность – это не интуиция, это ремесло работы с памятью аудитории.
Роберт Макки в книге «Story» описывает принцип conservation of detail – экономия деталей. Каждый элемент истории должен работать. Если деталь не служит plot, character или tone, она отвлекает и создает ложные ожидания. Это напрямую связано с памятью. Зритель не может запомнить все, он запоминает то, что кажется важным. Если вы акцентируете неважное, важное затеряется. Если важное не акцентировано, зритель его пропустит. Память избирательна. Мы лучше помним начало, primacy effect, и конец, recency effect. Середина размывается. Поэтому структура 3 актов работает. Сильный сетап в начале, сильный пей-офф в конце. В играх это правило часто нарушается. Туториал в начале сетап, но где пей-офф? Часто механика, которую учили в туториале, теряется в середине и никогда не получает кульминационного момента. Сценаристы используют память зрителя и для обмана. Техника Red Herring. Red Herring – это ложный сетап. Зритель запоминает информацию, ожидая pay-off. Но pay-off не происходит. Или происходит совсем другой. Это создает неожиданность. Критически важно. Red Herring работает только если сетап был достаточно сильным, чтобы его запомнили. Слабый сетап – слабый обман. Зритель даже не заметит подмены. BioShock – пример мастерского использования. Фраза «Would you kindly» звучит много раз. Это сетап. Payoff – момент, когда игрок понимает, что фраза была триггером контроля над ним. Сетап растянут на всю игру. Payoff – один из самых запоминающихся моментов в истории видеоигр. В детективах и хоррорах Red Herring стандартен, но принцип шире. Направьте внимание на ложную угрозу, чтобы настоящее ударило неожиданно. Советский психолог Блюма Зейгарник в 1927 году открыла эффект, названный ее именем. Незавершенные задачи запоминаются лучше завершенных. Она заметила, что официанты помнят незавершенные заказы, но забывают выполненные сразу после оплаты. Эксперименты подтвердили, незавершенность создает напряжение, которое удерживает информацию в памяти. Для сценаристов это клиффхенгер, для игр – квесты. Открытый квест держит игрока в напряжении, мотивирует вернуться. Закрытый можно забыть. Но есть и обратная сторона. Слишком много открытых задач создают когнитивный хаос. Исследования показывают, люди лучше функционируют, когда записывают незавершенные задачи. Сам акт записи снижает напряжение, позволяя мозгу отпустить. Для игр квестовый журнал не просто удобство. Это инструмент управления эффектом Зейгарник. Он позволяет игроку держать много открытых задач, не перегружаясь. Альфред Хичкок в интервью для Американского института кино и в беседах с Франсуа Трюфо дал одно из лучших объяснений работы с памятью и эмоциями зрителя. Представьте, что мы сидим за столом и разговариваем. Под столом бомба. Если она взорвется неожиданно, публика получит 15 секунд удивления. Но если публика знает о бомбе, видела, как ее подложили, видит часы, показывающие без четверти час, а бомба взорвется в час, тот же разговор становится завораживающим. Публика хочет предупредить персонажей: не говорите о пустяках, под вами бомба. Вместо 15 секунд удивления – 15 минут саспенса. Это фундаментальное различие. Сюрприз работает с незнанием, саспенс – сознанием. И саспенс требует памяти. Зритель должен помнить о бомбе во время разговора. Хичкок описывает драматическую иронию, когда зритель знает больше, чем персонаж. Прием восходит к греческой трагедии. В «Ромео и Джульетте» зритель знает, что Джульетта не мертва. Ромео не знает. Это создает мучительное напряжение, мы хотим предупредить его, но не можем. Многие геймдизайнеры стремятся к сюрприз, к неожиданным поворотам. Хичкок показывает, саспенс через знание может быть мощнее. Дайте игроку информацию, которой не обладает его персонаж. Покажите ловушку до того, как НПЦ войдет в комнату. Покажите предательство союзника раньше, чем персонаж о нем узнает. Каждая сцена с этим НПЦ превратится в саспенс.
В настольных РПГ мастер может дать одному игроку информацию, которой нет у других. Напряжение от асимметричного знания – мощный инструмент. Хичкок добавил важное уточнение: бомба не должна взрываться. Если взорвется, вы довели публику до предела и не дали разрядки, они разозлятся. Это принцип relief – облегчение. Напряжение требует разрядки. Саспенс без пей-офф или с чисто негативным пей-офф оставляет зрителя неудовлетворенным. Dark Souls понимает это. Да, игра сложная, но после каждого трудного участка – костер, шорткат, новое оружие, облегчение. The bomb doesn't go off. В повествовании. После эмоционально тяжелой сцены нужен момент тишины. После напряженного комбат-энкаунтера – спокойная зона исследования. Ритм, напряжение и облегчение – это работа с эмоциональной памятью. Игрок запоминает не абсолютный уровень сложности, а контраст. Облегчение после напряжения запоминается как победа. Марсель Пруст в романе «В поисках утраченного времени» описал феномен, который психологи назвали прустовским моментом. Мадлен момент. Вкус печенья Мадлен, размоченного в липовом чае, внезапно вызвал у рассказчика поток детских воспоминаний. Это непроизвольная память, воспоминания, которые приходят без сознательного усилия, запущенные сенсорным триггером. Исследования показывают, запахи особенно мощны как триггеры памяти, потому что обонятельная система напрямую связана с гиппокампом и миндалиной, центрами памяти и эмоций. В играх мы не можем использовать запахи, но звук работает похоже. Музыкальная тема, звуковой эффект, даже тон голоса персонажа – все это может стать триггером непроизвольной памяти. Когда игрок слышит знакомую мелодию, он не просто узнает ее, он переживает эмоциональное эхо всех моментов, когда слышал ее раньше. Рихард Вагнер в XIX веке разработал технику лейтмотива – короткой музыкальной темы, связанной с персонажем, местом, идеей или эмоцией. В цикле опер «Кольцо Нибелунга» Вагнер использовал сотни лейтмотивов. Когда тема звучит, зритель вспоминает все, что с ней связано. Это прямая работа с ассоциативной памятью. Мэтью Брибицер-Штуль в книге «Understanding the Leitmotiv» описывает лейтмотив как союз значения, памяти и эмоций в музыке. Музыка запускает воспоминания, воспоминания несут эмоции, эмоции усиливают значение текущей сцены. Исследования показывают, повторное воздействие лейтмотива усиливает эмоциональную вовлеченность и улучшает запоминание связанных сцен. Это не субъективное впечатление, это измеримый эффект. Джон Уильямс, мастер лейтмотивов в кино. Тема Дарта Вейдера, Imperial March, вызывает все воспоминания о персонаже. Тема акулы в челюстях, всего 2 ноты, создает страх до появления угрозы на экране. В «Звездных войнах» Уильямс использует десятки лейтмотивов. Для Люка, для Силы, для романтических линий. Когда темы комбинируются или трансформируются, это передает развитие отношений. Исследование 2017 года Tense Pacman Wakefield показало, повторное воздействие лейтмотива усиливает эмоциональное вовлечение зрителей и улучшает запоминание сцен. Для игр это значит, что саундтрек не просто атмосфера, это инструмент управления памятью. Hollow Knight использует это мастерски, каждая зона имеет отличительную тему, при возвращении музыка восстанавливает весь эмоциональный контекст предыдущих визитов. Лейтмотив – частный случай более общего принципа – звукового якоря. Звук меню сохранения в Resident Evil, звук получения предмета в Zelda, звук Level Up в любой RPG. Эти звуки становятся якорями памяти, связанными с определенными эмоциями и состояниями. Когда вы слышите звук сохранения, вы чувствуете облегчение, даже если сознательно не думаете об этом. Это условный рефлекс, сформированный через повторение. В настольных РПГ мастер может использовать музыкальные темы для разных ситуаций. Тему боя, тему города, тему конкретного злодея. Со временем игроки начнут реагировать на музыку раньше, чем вы опишете ситуацию. Это работает с имплицитной памятью. Игрок может не осознавать, почему напрягся, но его тело помнит, что эта мелодия означает
опасность. Метод локусов, дворец памяти – древнейшая мнемоническая техника. По легенде, ее изобрел древнегреческий поэт Симонид Киосский в V веке до нашей эры. Симонид был на банкете, его вызвали наружу, крыша обрушилась, убив всех гостей. Тела были изуродованы, но Симонид смог опознать каждого, вспомнив, где кто сидел. Пространственное расположение – мощный ключ к памяти. Нейробиологические исследования Элеонор Магуайр показали, при использовании метода локусов активируется гиппокамп, структура ключевая для пространственной навигации и для формирования эпизодической памяти. Это не совпадение. Эволюционно память развивалась для навигации. Исследование 2014 года, Кюхан и другие, показало, игра в Super Mario 64 увеличивает серое вещество в гиппокампе. 3D-игры с исследованием буквально тренируют память. Для геймдизайна это значит, что пространственная организация информации запоминается лучше абстрактной. Игроки помнят, где что-то находится, гораздо лучше, чем списки предметов. Поэтому Metroidvania и Souls-like работают. Игрок выстраивает ментальную карту мира, и эта карта становится ключом к остальной информации. Dark Souls не имеет маркеров на карте, но игроки помнят мир лучше, чем многие игры с подробными картами, потому что они строили карту сами, в голове, через исследования. В настольных РПГ детализированная карта помогает игрокам запомнить события. Помнишь, что случилось в таверне у Северных ворот? Это использование пространственной памяти как якоря для эпизодической. Привязывайте важную информацию к местам. Игрок забудет текст записки, но вспомнит, где ее нашел. Суммируем практические принципы, объединяя науку о памяти и традиции драматических искусств. Первое. Интервальное повторение. Возвращайтесь к важным механикам через растущие интервалы. Это Эббингаус и система Лейтнера. Второе. Активное извлечение вместо пассивного напоминания. Создавайте ситуации, где игрок должен сам вспомнить. Это тестинг-эффект Рёдигера и Карпике. Третье. Консолидация требует времени. Не перегружайте игрока информацией перед выходом. Учитывайте, что сон критичен для закрепления. Четвертое. Реконсолидация – это возможность. Когда игрок вспоминает, память становится пластичной. Используйте рекап-сессий для усиления нужных воспоминаний. Пятое. Эффект заигарник. Незавершенные задачи помнятся лучше. Но давайте инструменты для их отслеживания, чтобы не перегружать. Шестое. Сетап и payoff. Каждая важная механика или информация – сетап. Убедитесь, что есть payoff, момент кульминационного применения. Это чеховское ружье. Седьмое. Suspense not surprise. Где возможно, дайте игроку знание, которого нет у персонажа. Драматическая ирония создает более глубокое вовлечение. Это Хичкок. Восьмое. Облегчение после напряжения. Бомба не должна взрываться. После челленджа – релиф. Контраст создает запоминающиеся пики. Девятое. Используйте лейтмотивы, музыкальные темы, визуальные мотивы, повторяющиеся фразы – все это якоря памяти. Это Вагнер и Уильямс. Десятое. Используйте пространство, привязывайте информацию к локациям. Пространственная память самая надежная. Это метод локусов. Мы прошли путь от Эббингауза до Хичкока, от Станиславского до нейробиологии гиппокампа. Все эти области работают с одним и тем же, с человеческой памятью. Психологи изучают ее механизмы, актеры используют эмоциональную память для создания правдивых переживаний, сценаристы манипулируют памятью зрителя через сетап и payoff, режиссеры создают саспенс, давая аудитории знания. Геймдизайн – наследник всех этих традиций. Мы создаем интерактивные драматические переживания, и у нас есть преимущество. Игрок активно участвует, а активное участие – лучший способ формирования памяти. Используйте эти инструменты осознанно. Великие игры не случайность, они результат дизайна, который работает в согласии с тем, как устроена человеческая память. Закончу вопросом для размышления. Вспомните игру, в которую играли больше 10 лет назад. Какой момент вы помните до сих пор? Была ли в нем неожиданность, эмоциональный заряд,
Была ли это личная победа или поражение? Связан ли он с определенным местом в игровом мире? Какая тогда звучала музыка? Скорее всего, этот момент соответствует принципам, которые мы обсудили. Высокая эмоциональность, личная значимость, пространственная привязка, музыкальный лейтмотив. Теперь задача. Спроектируйте такой момент намеренно. Используйте чеховское ружье, хичкоковский саспенс, вагнеровский лейтмотив, формулу вспышковой памяти. Соедините науку и ремесло.